Наступил февраль, а это значит, что не за горами День Святого Валентина. И у нас возникла идея сделать необычную оригинальную валентинку из дерева. А если быть точным, то деревянную шкатулку с множеством объемных сердечек на крышке. Необычно, не правда ли? А с вами мастерская D&T, и мы сегодня попробуем удивить Купидона. И сегодня мы начнем не с выбора и подготовки материала, а сразу с фрезеровки на ЧПУ станке. Да, основную часть работы будем делать именно на нем. Если кто-то ожидал ролик про изготовление шкатулки без применения ЧПУ, то у нас на канале есть ролик по данной теме, ссылка на него будет справа в подсказках. Заходите и смотрите. Ну а мы продолжаем. Заготовкой для шкатулки послужит буковая доска, предварительно обработанная на фуганке и рейсмусе. Толщина после обработки составила 35 мм. Это и будет толщина нижней части шкатулки. А общий размер по нашему макету выйдет 120 на 105 мм. Досмотри ролик до конца, и ты узнаешь, как и где можно будет скачать макет данной шкатулки. Сейчас вы наблюдаете выборку внутренней части шкатулки. Мы это делали 6-мм спиральной фрезой. Поделитесь в комментариях, какими фрезами вы фрезеруете внутренние части на изделиях. Так как у нас нет длинной фрезы, эту мы выдвинули на максимально допустимую длину и делали выборку на полный вылет фрезы. Вследствие этого на последнем проходе цанга практически касалась поднявшегося ворса на заготовке. Пришлось немного его почистить стамеской. Если у кого так было, то ставьте лайк. После выборки внутренней части приступаем к обрезке по контуру. Здесь видно, что фреза затупилась и начала оставлять прижоги. Но ничего не поделаешь, нужно доделывать, а прижоги потом сошкурим. Когда крепили заготовку, немного не рассчитали место для крепления прижима и установили его прямо на пути фрезы, где она на последних проходах буквально выгрызла кусок алюминия. На текущем кадре это наглядно показано. Будьте внимательны и не повторяйте наших ошибок. С нижней частью шкатулки закончили, переходим к крышке. Возьмем кусок откалиброванной буковой доски в 20 мм. Закрепим ее и начнем обработку обратной стороны крышки. Здесь мы видим, как идет обработка посадочного места на крышке. После фрезеровки с внутренней стороны обрежем лишние части заготовки на ленточной пиле. И пока мы занимаемся обрезкой, сделаем шаблон для точного позиционирования крышки в нем, для 3D-обработки в верхней части. Возьмем для этого кусок МДФ и сделаем выборку, равную размеру шкатулки и глубиной около 10 мм, чтобы она в нем плотно сидела. Затем в середине сделаем небольшое углубление для дальнейшей калибровки 3D фрезы. После выборки произведем замену фрезы на коническую сферическую с радиусом 0,75 мм. Затем выполним калибровку и обнуление координат фрезы на выбранной точке в середине сердца. Далее на двухсторонний скотч установим крышку в шаблон. Видно, что все установилось и зафиксировалось плотно. Опустим фрезу до плоскости, обнулимся и начнем обработку. Может, это не самый простой и легкий способ позиционирования заготовки, но мы другого не придумали. Если знаете, как это можно сделать проще, поделитесь идеями в комментариях. Вот начинаются вырисовываться сердечки, но из-за освещения и цвета бука их пока плохо заметно.
3D-макет крышки мы изготавливали сами. Если хотите этому научиться, то у нас на канале есть ролик на эту тему. Справа вверху будет ссылка на него. И через 50 минут станок заканчивает обработку трехмерного рисунка на будущей крышке. На данном этапе крышка выглядит следующим образом. Далее на фрезерном столе с копировальной фрезой подравниваем ту часть, на которую при обрезке по контуру не хватило вылета фрезы. Как раз можно заметить, какой толщины получилось донце. Оно получилось около 6 мм. При помощи реноватора с наждачкой уберем следы от прижогов. Теперь можно приступить к финальной обработке изделия, покрывать которое будем цветным бальзамом на основе натуральных масел цвета палисандр. При помощи кисти нанесем бальзам на шкатулку со всех сторон. И дадим 20 минут на пропитку. После истечения которых протрем сухой ветошью излишки бальзама, которые не впитались, и оставляем сохнуть. На следующий день, когда все высохнет, произведем вышкуривание мягкой наждачной губкой для осветления объемного рельефа сердечек. Затем протрем все от пыли. И переходим к покраске шкатулки на второй слой. На этот раз будет бесцветное натуральное масло. Повторим все операции, как и с первым слоем, только на этот раз наносить будем ветошью. В итоге у нас получилась довольно интересная шкатулочка, которая отлично подойдет для подарка не только на 14 февраля, но и на 8 марта или день рождения вашей второй половинки. Поделитесь своими впечатлениями в комментариях о данном изделии. Макет шкатулки можно найти в нашей группе во ВКонтакте или в описании под видео. Если вам понравился ролик, не забываем подписаться на канал и поставить лайк, чтобы не пропустить следующие выпуски. А с вами была мастерская DNT. Всем пока!